Эксклюзивный и эмоциональный обзор Ferrari Purosangue. С вами Томас, канал Авточувство, 4К на весь экран, смотрим до конца. Поехали. Сегодня разбираем первый в истории Ferrari с 4 дверями. Первая попытка Maranello в сегменте кроссоверов. Или все-таки не совсем кроссовер. Сейчас разложим по полочкам. Ferrari упорно говорит, это не кроссовер. Но выдерживает ли такая позиция критику? Ведь на деле Purosangue конкурирует с настоящими люксовыми спортивными кроссоверами. Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, а еще с немецкими тяжеловесами, такими как Porsche Cayenne Turbo GT, BMW X5M, X6M и Audi RS Q8. Конечно, наш сегодняшний герой стоит особняком. Ценник почти 400 тысяч, будь то евро или доллары. Стоит ли он таких денег? Насколько действительно хорош этот автомобиль? И имеет ли вообще смысл создавать Ferrari в таком сегменте? А что с интерьером? И, конечно, каково это управлять настоящим атмосферным V12 от Ferrari? Лаунч-контроль включен, и машина прямо присела перед мощным рывком. И вот, сотня, 100 км в час. Фух, вот это да! Вот это настоящий Феррарио! Уже с первых секунд крыша сносится от эмоций. Это чистейшая Ferrari Эмоционе. Начнем с передней части, и честно, дизайн здесь просто сногсшибательный. Пропорции отточены до идеала. Обратили внимание, что капот не вытянут слишком сильно? Все сделано для того, чтобы сохранить идеальный баланс. А под капотом спрятан настоящий зверь, V12. Но об этом расскажу чуть позже. Интересный нюанс. Двигатель стоит не прямо над передней осью, а чуть смещен назад. Это уже не классика с передним мотором, а схема с передне-средним расположением двигателя. Что касается внешнего вида, то цвет лично мой фаворит. Томас синий, официальный Corsa Blue. Решетка радиатора украшена карбоновой сеткой, выглядит очень стильно. Если хочется что-то более сдержанное, можно выбрать черный декор. Аэродинамика здесь отдельная история. Именно тут начинается настоящая магия. Воздух забирается вот тут, идет к двигателю и выходит обратно. Это не просто про охлаждение. Снижается давление в моторном отсеке, улучшается поток. Все продумано до мелочей. И таких решений на Purosangue масса. Например, вот еще один элемент. Воздух заходит здесь, выходит там. Выглядит эффектно и работает на ура. Ну все, теперь я официально в составе Scuderia Ferrari. Хотя, честно говоря, это всего лишь ключ. Но такой брелок и на стену можно повесить. А с обратной стороны все нужные функции. Длина автомобиля 4,97 метра или около 196 дюймов. Для Европы почти полноразмерный автомобиль. А вот в американских мерках это уже скорее среднеразмерник. Просто посмотрите на этот силуэт. Снова невероятно чувственный и динамичный. С точки зрения дизайна, на мой взгляд, это просто шедевр. Особенно впечатляет, как удалось избежать чрезмерно длинного капота и при этом сохранить идеальные пропорции. Здесь важна еще и правильная балансировка веса. 51% приходится на переднюю ось и 49% на заднюю. Отличная база для уверенного и азартного поведения на дороге. Так почему же Ferrari решили выпустить этот концепт именно сейчас, а не 5-10 лет назад, когда все остальные бренды массово ринулись в сегмент кроссоверов? В Maranello отвечают просто. Они не гонятся за трендами и не делают то, что диктует рынок. Они создают то, что считают правильным именно сейчас. И что реально могут воплотить с технической точки зрения. Они дождались момента, когда технологии позволят нивелировать все минусы высокой посадки. Например, здесь стоит активная подвеска. На каждом колесе установлен электромотор, и они работают синхронно, чтобы гасить крены кузова. В поворотах система не просто подстраивается, она активно выравнивает машину, как система против боковых наклонов или раскачки. Вся подвеска адаптивная, меняется в зависимости от выбранного режима езды. Кузов можно опускать или поднимать. Дорожный просвет 18,5 см, примерно 7 дюймов. Но его можно увеличить еще на 3 см или на дюйм. Есть два варианта. Можно немного поднять машину на 2 см с помощью электропривода, а можно заказать гидравлическую систему. Она даст еще больше клиренс и сможет удерживать его долго, даже при скорости до 80 км в час. То есть легкое бездорожье для Purosangue вполне по плечу. Именно поэтому я без сомнений заехал сюда. На заснеженную парковку в итальянских Альпах. Ни единой проблемы.
Я знал, что выберемся отсюда без малейших сложностей. Интересных деталей в этом автомобиле действительно все больше. Вот, например, почему я так спокойно выехал из снега. У Purosangue есть полный привод, причем с заметным акцентом на заднюю ось. На высоких скоростях, начиная с пятой передачи и выше 200 км в час, привод становится полностью задним, а вот на низких скоростях передняя ось подключается напрямую. Важно отметить, что в отличие от классических систем с механической связью между осями, через дифференциал, например, здесь все устроено иначе. Двигатель через отдельный вал напрямую передает крутящий момент на передние колеса. Очень интересное техническое решение. Передняя ось включается, когда система фиксирует пробуксовку задних колес. Как это ощущается на практике, обязательно покажу позже в ходе теста на ходу. Здесь отлично видно, как визуально отделены нижняя и верхняя части кузова. Ferrari даже запатентовала этот дизайнерский прием. Утверждает, что это не только уникально с точки зрения стиля, но и улучшает аэродинамику. Кстати, вот эти расширители арок из карбона – это опция. Можно выбрать и более спокойный вариант – полностью черной накладки. Все зависит от того, хотите ли вы подчеркнуть агрессивность или сделать образ чуть более сдержанным. Спереди стоят колеса на 22 дюйма, а сзади, как скоро увидим, и вовсе 23. Уже здесь видно тормоза углеродно-керамические, и да, они идут в базе по умолчанию. А теперь классика жанра. Ракурс 3/4 сзади. Какая скульптурная форма! Узкие задние фонари элегантно вписаны в кузов, и, как всегда, за красивым внешним видом скрывается серьезная технология. У автомобиля полноуправляемое шасси. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 3 градусов в противоположную сторону от передних, но только на низких скоростях, примерно до 30 км в час. А вот на высоких они поворачиваются в ту же сторону, что и передние, повышая устойчивость. Поворотники, кстати, интегрированы очень аккуратно. А вот здесь ярко выраженная линия бедер. Обратили внимание, заднего стеклоочистителя тут нет. Это тоже сделано ради аэродинамики. Воздух заходит сюда, создает мощный поток и сам очищает стекло. Сработает ли это в настоящую непогоду? Но придется проверить. Ну и, конечно, это выпускная система, просто посмотрите. 4 патрубка. Я, кстати, напрямую спросил у них, почему машина не электрическая. Ведь если Ferrari хотят продавать свои автомобили в Европе после 2035 года, им все равно придется перейти на электромобили. Ответ был ожидаем, да, электрическая версия обязательно появится. Но сейчас они считают, что сам по себе шаг выпустить 4-дверный Ferrari с увеличенным клиренсом уже очень смело. А главная причина, почему не сейчас? Причина в этом. Управлять авто с таким значком, особенно при поездке в Альпах, это особый опыт. Такое бывает нечасто, но все же, когда едешь на такой машине в некоторых странах или районах, люди могут подумать: ага, очередной сноб подъехал. Да, Ferrari иногда вызывает не только восхищение, но и легкое раздражение. Но в Италии совсем другая история. Здесь за рулем Ferrari чувствуешь себя по-настоящему особенным. Вот, например, была у меня забавная ситуация с мусоровозом. Знаете, на узкой дороге обычно уступает тот, кто поменьше. То есть я должен был притормозить. Но едва успел об этом подумать, как мусоровоз уже начал пятиться назад. Водитель махал рукой: «Давай, давай, проезжай». Просто невероятно, здесь в Италии отношение к Ferrari почти священное. Мы выбрали для съемки максимально спокойное место. Но сюрпризы все равно бывают. Иногда кто-то просто останавливается посреди дороги, не глушит двигатель, и сразу понимаешь, что звукозапись можно смело выбрасывать. Но с другой стороны, все словно сами расступаются, пропускают, любуются. Почти как волшебный пропуск, куда бы ни поехал. Хотя сомневаюсь, что полиция с этим согласится. Хотя если представить такой диалог, уже вижу: а ну-ка, поехали прокатимся. Вот вдруг и правда отпустят. За компанию. Крыша здесь по умолчанию из картона. Картона? Конечно, из карбона. В общем, карбоновая крыша – базовая комплектация. Но вот что интересно, ее сразу же красят в черный цвет. Я уточнил у ребят, можно ли оставить фактуру карбона на виду. Говорят, теоретически по особому запросу да. В нашем же случае крыша дополнена опциональным электрохромным стеклом, той самой технологией, которая позволяет одним нажатием кнопки затемнять или осветлять крышу. Перед нами атмосферный V12 объемом 6,5 литров, выдающий внушительные 725 лошадиных сил. И это, без сомнения, один из главных козырей этого автомобиля. Разгон впечатляет. С 0 до сотни всего за 3,3 секунды.
а до 200 км в час за 10,6. Быстрее? Ну, разве что единицы могут похвастаться. И если сравнивать, Тесла точно оставляет большинство позади. Да, в будущем Феррари, конечно, перейдет на электротягу, это вопрос времени. Но эта машина совсем про другое. Она про эмоционы, про ту самую атмосферу, которую чувствуешь, сидя за рулем. Уже как настоящее произведение искусства. А теперь переходим к действительно интересным деталям. И для Феррари многие из них абсолютная новинка. Заходим в салон. Вот передняя дверь открывается вручную, вот так. Но впервые в истории марки здесь появился доводчик. Обратите внимание, окна без рамок, а стекла имеют двойную шумо- и теплоизоляцию. Внутренняя сторона двери опять карбон, а в нижней части отделка из микрофибры. Теперь взглянем на сам кокпит, зона водителя с рулем. Огромные лепестки переключения передач расположены прямо на рулевой колонке. Фирменный стиль Ferrari. Кнопка запуска двигателя находится здесь, спереди и подсвечивается. Честно говоря, я бы предпочел классическую физическую кнопку с четким нажатием. Но это уже вопрос личных вкусов. Но прежде чем углубиться в детали передней части салона, хочу показать одну из настоящих фишек этой машины. Смотрите, вот эти задние двери. Во-первых, у них есть ручной режим. И если коротко потянуть за ручку, дверь открывается как классическая распашная дверь. Ее можно двигать вручную, и это совсем не тяжело, потому что электромотор помогает при открытии. К тому же, как и спереди, здесь тоже есть доводчик. И если же потянуть ручку подольше, дверь откроется полностью в автоматическом режиме. Вот это эффект. Настоящий театральный выход. Просто вау. Зачем вообще сделали такую конструкцию? Все просто. Благодаря петле сзади посадка на задний ряд стала намного удобнее. Во многих машинах с такими дверями отсутствует средняя стойка кузова, но здесь она есть. Почему? Все ради жесткости. Ferrari прежде всего про спорт и точность. Так что никаких компромиссов по прочности кузова. Да, безусловно, это смотрится эффектно, спору нет. Но и практический смысл в этом есть. Садиться сзади действительно стало проще. Сзади два раздельных кресла. Возникает вопрос, стоит ли мне сесть туда первым? Давай, ты первый. Итак, конфигурация на двоих с четким разделением посередине. Вот здесь, например, находятся центральные кнопки управления стеклоподъемниками, а вот тут индивидуальные электрорегулировки каждого кресла. Теперь проверим, стало ли реально удобнее садиться назад с такими распашными дверями. Да, на самом деле довольно удобно. Хотя, конечно, когда уже устроился, чувствуешь, места немного, особенно в ногах. Так что да, эта Ferrari действительно рассчитана на 4 взрослых. Но, честно говоря, высоким пассажирам придется немного ужаться. Вот так я сижу здесь при росте 1,89 м, и честно, немного места для ног все же остается. По высоте над головой, да, по краям становится чуть тесновато, но в целом вполне приемлемо. Можно устроиться. А как насчет комфорта сидений? Честно говоря, кресло довольно жесткое. Его можно немного откинуть назад, изменить угол наклона, все регулируется. Или наоборот, придвинуть вперед, чтобы посадка была более вертикальной. Вот, например, так. Кстати, при регулировке электромотора работают довольно громко. В целом, если говорить о пространстве, сидеть можно комфортно. Что касается самих сидений, они, повторюсь, немного жестковаты. Думаю, в базовой версии с алькантарой по центру будет поудобнее. Алькантара здесь особенная. Нового поколения на 2/3 из переработанных материалов. Ferrari уже делает шаги в сторону устойчивых решений. Более того, они работают над полностью экологичным интерьером, хотя пока это сложная задача. И до конца ее еще не решили. Посадка спереди, как и положено Ferrari, конечно, спортивная, но при этом чуть выше обычной, что, мне кажется, многим владельцам марки придется по душе. Ведь это добавляет комфорта. Вся продвинутая техника компенсирует возможные минусы более высокой посадки. Так что да, это без сомнения самая комфортная Ferrari из всех, что я когда-либо видел. Хотя само сиденье все еще довольно жесткое. Именно то спортивное ощущение, которого ждешь. У конкурентов кресла могут быть мягче, это факт. Но если выбрать отделку алькантары, становится немного удобнее, при этом сохраняя фирменный стиль Ferrari. Что касается пространства спереди, и по высоте, и по ширине все отлично. Мне места хватает с запасом. Можно свободно двигаться. Так что да, передние кресла очень гостеприимные. И чтобы развеять сомнения, из-за раздельной средней стойки можно спокойно сначала закрыть переднюю дверь, а потом заднюю. Все работает как надо. Хлоп.
Пока. Хотя нет, подождите, мы еще не закончили. Обзор кокпита. Просто посмотрите на это. У Ferrari тут действительно свои уникальные решения. Например, сразу бросается в глаза отсутствие центрального экрана. Вместо него цифровая приборная панель перед водителем выполняет и функцию отображения CarPlay и Android Auto. Покажу это поподробнее чуть позже. Теперь сам руль, управление спортивное до мозга костей. Огромные лепестки переключения передач, поворотники встроены прямо в руль. Классика Ferrari. А вот здесь переключатель режимов движения, о нем поговорим отдельно. Переходим к центральной части. Тут спрятан интересный блок, который поднимается вверх, через него управляется климатическая система. Но экран для этого расположен вот здесь справа. И это не просто дисплей, это полноценный тачскрин, только для переднего пассажира. С водительского места его почти не видно. Нужно специально наклоняться. Зато для пассажира он превращается в персональный центр управления. Смотрите, вот так регулятор выдвигается, хоп. Забавно, правда? Туда-обратно. Туда-обратно. Почти как у Гомера Симпсона. Вот здесь снова можно настроить температуру и открыть дополнительные параметры. Например, регулируется интенсивность потока воздуха. Еще одним нажатием можно выбрать настройки для каждого кресла отдельно. Честно говоря, не уверен, что пользовался бы этим в движении, не слишком удобно. А вот для климатической системы идея сама по себе отличная. А остальное... Ну, интуитивность вызывает вопросы. Что думаете вы? Слева и справа остались отдельные настройки. Прости, Мишель, знаю, что сейчас тебе мешаю. Например, здесь можно активировать настройки сидений, а вот в центре включается подогрев или вентиляция кресел. И одна из моих любимых зимних функций – обогрев руля. Он включается вот тут слева. Кстати, сзади климат построен по тому же принципу. Регулятор выдвигается вот так, и можно регулировать температуру, сидений и прочее. Все тут с одной логикой. Теперь о центральной консоли. Здесь площадка для беспроводной зарядки. Да, поверхность активно собирает отпечатки пальцев и царапается, бывает. Прямо под ней подстаканники для передних пассажиров. Кстати, подстаканники есть и сзади. Интересный элемент. Выбор задней передачи расположен вот здесь. Рядом переключатель между автоматическим и ручным режимом коробки. Кнопка с буквой L – это лаунч-контроль. При его активации машина приседает, занижается кузов. И напоследок кнопки стеклоподъемников по бокам консоли слева и справа. Моя любимая кнопка на руле вот эта прямо здесь. Именно с ее помощью выбираются режимы движения Ice, Wet, Comfort, Sport и можно отключить систему ESC. Нажимаешь и сразу можно настроить жесткость подвески. Жесткая, мягкая или средняя в спортивных режимах, либо просто между двумя уровнями в остальных. Очень удобно, все под рукой, можно менять прямо на ходу, не отвлекаясь. А если вы вдруг искали, где здесь регулировка громкости, вот она, маленькая крутилка сзади за рулем. Цифровая приборка здесь выполняет сразу две роли. Это и дисплей для водителя, и основной экран для всех настроек автомобиля. Управление происходит через элементы на руле. Именно отсюда запускаются Apple CarPlay и Android Auto. Очень необычная схема. Когда видишь это впервые, реакция примерно такая. Серьезно? Потому что интеграция выглядит немного странновато. Но, как объяснили Ferrari, дело в ограничениях Apple. Даже если бы они хотели сделать все иначе, им просто не дали бы. Так что да, выглядит не слишком органично, но карта всегда перед глазами. И это действительно удобно. Плюс можно быстро переключаться между картой и основной приборной панелью одной кнопкой. Ну и, конечно, самое интересное. Как работают все эти органы управления на руле? При нажатии слышны щелчки и чувствуется характерный тактильный отклик, будто что-то четко продавилось, особенно когда пользуешься крестовиной или переключаешь отображение. Но, если честно, ощущения не самые премиальные. Иногда управление просто перестает реагировать, и ты зависаешь, ничего не переключить, есть также небольшая проекция. Да, аудиосистема Burmester с 21 динамиком звучит действительно впечатляюще. Чисто, прозрачно, очень в духе этой марки. Они не гонятся за мощным басом или эффектом кинотеатра. Их философия максимально честное и натуральное звучание. И в этом автомобиле это особенно заметно. Очень впечатляющая акустика. Как им это удалось? Потребовалось немало усилий. Поскольку Ferrari выпускает намного меньше машин, чем массовые бренды, Burmester не могла просто взять стандартный кузов и откатать систему на нем.
Вместо этого команда бурмистра отправилась прямо в Маранелло. Там они провели несколько недель, делая точные акустические замеры, измеряли габариты салона, анализировали поведение звука и тщательно настраивали систему именно под этот конкретный автомобиль. Багажник здесь тоже играет важную роль. Объем целых 470 литров. Ширина ровно метр или 40 дюймов. Так что пользоваться им действительно удобно. Глубина 77 сантиметров, около 30 дюймов, а высота примерно 60 сантиметров или 24 дюйма. Как видите, места хватает с головой. И для багажа двоих, и даже больше. Под фальшполом есть еще немного дополнительного пространства вот здесь. А главный трюк – полку можно снять и задвинуть под пол, тогда появляется разделение на уровне, что очень удобно для практичного размещения. Честно говоря, никогда бы не подумал, что придется потрудиться в багажнике Ferrari. Но вот смотрите. Вот эту перегородку тоже можно убрать. Она, кстати, складывается под пол. Да, придется немного поиграть в Тетрис. Начнем вот с этой части. Да-да, вы не ослышались, это обзор Ferrari, а не универсала. Ну-ка. Получилось. Все, обе секции аккуратно уложены под пол. Теперь багажник чистый и ровный. Дальше складываем спинки сидений. Вот так, нажатием кнопки. И вот фишка, спинки опускаются электроприводом. Да, занимает несколько секунд, но пока система работает, я уже достаю рулетку, чтобы замерить полную длину багажника. Сегодня у нас не только полный обзор, но и полная длина, и у Ferrari тоже. От сложенных задних сидений до передних кресел. 1,7 метра или 67 дюймов. Думаю, теперь кто-то из владельцев точно подумает, а почему бы не использовать Ferrari еще и для практичных задач? Ну что, народ, Ferrari Pro Sangue. В переводе с итальянского значит чистокровный. Как жеребец, знаете ли. И сразу не откладывая, включаем спорт-режим. Лепестки переключения передач прямо вот тут, под руками. Ах, эти лепестки. Вот оно, настоящее наслаждение. А еще посмотрите наверх руля. Там красная зона индикатора, как в настоящей Формуле 1. И вот он, кайф от управления. Просто превосходный. Атмосферный V12, а значит мощность поступает плавно и линейно. Нет вот этого резкого пинка, как у турбовых движков. Вместо него глубокий, густой, низкий рев. И тяга плавно, натурально нарастает, без дерготней и резких скачков. Я, честно скажу, обожаю атмосферники. Даже если вы переключились рано и передача высоковата, ускорение все равно будет четким, уверенным и мягким, потому что здесь нет искусственно надутой силы. Все искренне, все по-честному. Вот это реально нечто. Мы уже заглянули в салон, и, честно говоря, были моменты, когда я задумался. Подождите-ка, серьезно? Я сейчас отдам 400 тысяч евро за вот это? К примеру, базовая цена в Европе около 380 тысяч евро. А теперь добавим персонализацию, опции и легко набегает еще 120 тысяч сверху. 500 000 евро за топ-комплектацию. И в этот момент ты смотришь на какую-нибудь глянцевую черную пластиковую вставку и думаешь, вы это всерьез? Но затем ты давишь на газ и понимаешь, да, именно ради таких вещей все это и придумано. Знаете, покупая такую машину, ты не пытаешься выбрать лучший автомобиль на свете или добиться какого-то абсолютного совершенства. Ты покупаешь ощущение. Ты щелкаешь лепестком вниз и моментально оказываешься в гоночном симуляторе или прямо в кокпите болида Формулы-1. Именно в таких моментах Pro Sangue раскрывается по-настоящему. Именно эти гены – это фирменная Ferrari магия. Здесь чувствуется буквально в каждой мелочи. Один из самых популярных вопросов – так это все-таки кроссовер или нет? Ну, посадка здесь безусловно повыше, чем в других моделях Ferrari. И стоит включить режим комфорт, немного поднять передачу, едешь и внезапно ловишь себя на мысли. А ведь машина-то невероятно спокойная и расслабляющая. Честно признаюсь, от Ferrari я такого не ожидал.
Подвеска в комфортном режиме просто превосходна. Все максимально плавно, тихо, уютно. Такой автомобиль вполне может быть идеальным спутником в долгих путешествиях. Но стоит ли щелкнуть вниз передачей и перейти в спорт-режим, и все, машина превращается в настоящего зверя. Мощь просыпается в одно мгновение, и это уже совершенно другой автомобиль. Руль очень точный. Хотя, если честно, от Ferrari хотелось бы чуть большего усилия и больше остроты в реакциях, чтобы ощущение было максимально гоночным. Лично мне немного не хватает более выраженной обратной связи и сопротивления. При этом управляется автомобиль очень легко, а габариты чувствуются просто отлично. Сцепление на высочайшем уровне и чувство полного контроля всегда при тебе. Кстати, если хотите полный контроль над коробкой, да, в автоматическом режиме лепестки тоже работают. Но стоит только переключиться в режим M, Manual, и все зависит исключительно от меня. Машина больше сама не переключает передачи, и я могу держать ее на пониженной столько, сколько душа пожелает. И это, скажу я вам, нереально крутое ощущение. Но знаете, что меня по-настоящему удивило? Насколько плавной оказалась эта Ferrari. И вот здесь всплывает любопытный момент. Михаэль Шумахер однажды говорил команде Ferrari, что иногда более мягкая подвеска это не просто про комфорт, но еще и про спортивность. Потому что обычно, когда речь заходит про спортивный тюнинг, сразу слышишь, подвеску надо жестче, все зажать по максимуму, будет по-гоночному. Вроде классика жанра, такой брутальный подход. Но на деле это далеко не всегда работает. Даже на гоночном треке, особенно на таком непростом, как Nürburgring Nordschleife, со всеми его перепадами высот и сложным покрытием. Там как раз подвеска, способная дышать и адаптироваться к покрытию, оказывается быстрее и эффективнее. А вот здесь, кстати, расположилась кнопка регулировки жесткости подвески. Одно нажатие и выбираешь режимы, и разница действительно ощущается сразу же. Ставлю Hard, и дорога моментально становится более живой и детальной. Каждая кочка и неровность буквально оживают в салоне. Переключаясь на Soft, и автомобиль начинает заметно плавнее перетекать через неровности, подвеска буквально поглощает все удары и мелкие дефекты покрытия. Но самое удивительное, даже в самом жестком режиме автомобиль остается комфортным. И, на мой взгляд, Ferrari сделали абсолютно верный ход, создав именно эту модель, самую удобную в линейке. Многие ведь предпочтут именно ее традиционным спорткарам марки, потому что здесь, с одной стороны, есть и легендарный звук Ferrari, и полное ощущение настоящего суперкара, а с другой – реальный комфорт и приятная сбалансированная езда. Несмотря на высокий кузов, Purosangue совершенно не заваливается в поворотах. Активная подвеска с электромоторами на каждом колесе жестко удерживает кузов в горизонтали, причем это полезно не только в спортивной езде, но и в ежедневной эксплуатации. Ого, вот это выход из поворота! Пассажиры это тоже оценят. Вот взять, например, нашего Мишеля. Он вообще всегда невозмутим. Хоть на треке, хоть при 250 км в час. Сидит себе спокойно, йоу, чё, как дела? Поэтому мы и прозвали его «желудок из железа». Когда машина не кренится в поворотах, боковые перегрузки заметно уменьшаются. Полностью их убрать, конечно, нельзя. Но ровный кузов делает их гораздо легче переносимыми. И все это складывается в единую картину. Плавность хода здесь просто феноменальная. Я, честно говоря, в полном восторге. И вот, пожалуй, две вещи реально засели в голове после теста. Плавность хода и атмосферный мотор. Плавность хода и атмосферный мотор. Честно говоря, сам факт наличия именно 12 цилиндров для меня вообще не на первом месте. Здесь мог стоять V8 или даже V6. Я не заморачивался на этом. Мне не нужно выпендриваться перед друзьями. О, смотрите-ка, сколько у меня цилиндров. Настоящий кайф в другом. В том, как именно атмосферник отдает мощность. Опа! Вот это да! Что сейчас было? Похоже, мы поймали какой-то скрытый ледяной участок дороги. Причем серьезно, я даже не успел нажать на газ. Но знаете, если у вас есть опыт езды по льду, скажем, по замерзшим озерам, тело само среагирует автоматически, без лишних мыслей. Проблемы начинаются, когда пытаешься все слишком сильно обдумать, вот тогда момент и упущен. И обратите внимание, это произошло при полностью включенной системе стабилизации.
Поэтому, ребята, выключайте ESC на обычных дорогах я крайне не советую. Это действительно рискованно. Ну да, в горах действительно могут подстерегать неожиданные сюрпризы. Кстати, подруливающая задняя ось здесь в первую очередь помогает на низких скоростях. При парковке или маневрировании в тесных местах – настоящее спасение. А вот на высокой скорости задние колеса уже движутся синхронно с передними. И благодаря всем этим продвинутым технологиям нельзя просто сказать: ну да, это кроссовер от Ferrari, но ощущения уже не те. Вовсе нет. Машина реально дарит тебе то самое легендарное Ferrari ощущение. И делает это на ура. И если честно, по интерьеру я уже упоминал, есть моменты, которые можно и улучшить. Например, с Google картами. У тебя на телефоне все настроено идеально. Маршруты, точки, все готово к поездке. Подключаешь к машине и бац, все перестает работать. А запасного варианта нет. Встроенной навигации как таковой здесь просто нет. И знаете, лично я считаю, что это в целом правильное решение. Ведь давайте будем честны. Карты Google или Apple во многих случаях работают лучше. Логично, что Ferrari сделали ставку именно на это. Хотелось бы, чтобы больше автопроизводителей последовали такому примеру. Но иногда не хватает стабильности. Телефон подключаешь, и маршрут вдруг исчезает. Немного неприятно. Можно, конечно, покритиковать некоторые детали отделки или функционала, особенно с учетом цены. Но в итоге ты получаешь уникальный опыт за рулем. Именно это и отличает ProSangue от всех остальных. Возможно, на бумаге у этого Ferrari и найдутся конкуренты, кто-то быстрее, кто-то чуть практичней. У каждой марки свои сильные стороны. И в люксовом сегменте почти у всех сейчас есть свои спортивные топ-версии. Но именно эта машина, эта Ferrari, дарит тебе по-настоящему фирменный опыт вождения. Здесь сочетается чистота управления с чем-то сырым, брутальным, почти первобытным. Даже если едешь на высокой передаче и резко жмешь на газ. Вау! Это ощущение словами не передать. Реально захватывает дух. Теперь я понимаю, что такое те самые эмоционы, о которых Ferrari постоянно говорит. И почему на улицах люди смотрят на нее с уважением. Причем, что удивительно, нет ни намека на то, что это просто кроссовер или не настоящий Ferrari. Совсем наоборот. Часто бывает так. Когда бренд начинает делать кроссоверы, люди начинают задавать вопрос, а не изменили ли они себе? Но стоит взглянуть на эту машину, особенно в красном цвете, и все становится на свои места. Выглядит она просто потрясающе, правда? Хотя лично я влюблен в синий вариант. Серьезно, еще с самого начала подумал, обязательно ли Ferrari должна быть красной. Хотя с другой стороны, желтый тоже классика. С первых лет истории марки. Но вот этот синий, он действительно особенный. Согласны? И если минусы в управлении, ну, пожалуй, один – это сиденье. Они довольно жесткие, особенно с ярко выраженной боковой поддержкой. Алькантара, конечно, добавляет комфорта. Но, честно говоря, у некоторых конкурентов кресла все же мягче и удобнее, особенно в дальних поездках. А если сравнивать этот автомобиль с другими кроссоверами? Хотя стоп, это вообще кроссовер? Я бы сказал, не совсем. Но и категорично заявлять нет ни в коем случае не стал бы. Скорее я бы назвал его кроссовером. Он частично решает задачи кроссовера, как и его конкуренты, но при этом ниже, острее и гораздо больше ориентирован на драйв. И именно это делает его уникальным. Он буквально стоит посередине между суперкарами и люксовыми кроссоверами. Ferrari ProSangue занимает очень точную, выверенную нишу. И, честно говоря, это невероятно умный ход. Ой, простите. Ой, простите. Хотя, знаете, в таком обзоре извиняться не за что. Обязательно загляните и в обзоры конкурентов, например, Lamborghini Urus или Bentley Bentayga.